Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Каштан, и сегодня я сделаю полный обзор iPhone 7. Но перед началом я бы хотел попросить вас поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Погнали! Под прошлым видео мы набрали целых 4 лайка. Большое спасибо, дорогие друзья. Но почти во всем хорошем есть подвох. Хорошее начало. Ну да ладно, в следующий раз просто нужно быть поаккуратнее. Меньше болтовни, больше видео, погнали. А начнем мы с того, что покупал этот телефон я около 1,5 года назад. Пропользовался я им в общем-то год, но в один момент у него перестал работать микрофон. Без микрофона я им пропользовался 1,5 месяца, после чего мне подарили телефон бренда Xiaomi. Кстати, вот он, надо будет сделать на него обзор. Но за почти 1,5 года использования этого телефона я не испытал ни одной проблемы. В будущем я отнесу его в сервисный центр, и позже буду использовать его как второй телефон. Сейчас я зайду в AIDA 64, чтобы показать более подробные характеристики. А последующие кадры я не буду озвучивать, потому что я буду в них показывать характеристики этого айфона. Если же не хотите это смотреть и вам будет скучно, можете пропустить несколько минут. Сейчас же я протестирую этот iPhone 7 в Antutu. Видео будет ускорено. Я не стал записывать весь тест Antutu, поэтому я покажу вам уже готовый результат. Что ж, дорогие друзья, данный iPhone 7 набрал 307 276 баллов в Antutu, что довольно неплохой результат для 2022 года. Я уже протестировал этот телефон в Antutu, а также в Geekbench 5. Я решил не показывать, так как это все-таки не очень интересный процесс, там просто показывается линия процесса. Так вот, в одноядерном режиме он набрал 773 балла, а в многоядерном 1409. Что, кстати говоря, довольно неплохо. Начнем мы довольно с простой игры. Hill Climb. В общем, возьмем такую машинку. Ну, естественно, для него это
небольшая проблема, игра довольно легкая, пойдет даже на мусорке. То есть тут мы видим абсолютную плавность и без проблем. То есть игра идет замечательно. Закрываем. Дальше идет Asphalt 9. Запускаем. Игра довольно тяжелая, кстати говоря. Может быть, iPhone и замедлит. Ну что ж, посмотрим. Грузится пока что. Процесс пошел. Грузится, игрушка грузится. Так, я все прочел. Мужской. Установим 18, мы взрослые. Принятие играть. Разрешаю. Не удалось. Ну, играем как гость. Интерфейс игры, кстати говоря, вроде бы не тормозит особо, поэтому, возможно, это хороший знак. Ждем загрузки. В эту игру я еще не играл на этом смартфоне. Да и вообще в Asphalt 9 я особо не играл. Уже начинается экшончик. Похоже на то, что графика установлена либо средняя, либо же низкая. Мы видим вроде бы плавность. То есть, возможно, игра идет сейчас на 60-59, возможно, 50 FPS. Что-то оно не реагирует. Вот. Ну, в принципе, экспириенс довольно хороший. Кстати говоря, с момента теста в Geekbench Antutu iPhone уже разрядился на 69%. В смысле, со 100 до 69%. Итак, дальше у нас идет Standoff 2. Игра не сильно тяжелая. Но я выставил максимально возможные настройки. Хорошо. Хорошо. Странно, что я уже входил в нее, ну да ладно. Так, здесь мой аккаунт. Настройки показывают, что максимально возможное. То есть отображение убитых персонажей, детализация, модельки, текстуры, шейдеры. И в звуке я установил реверберацию бета. Ну, бета-функция, скорее всего, которая включает более реалистичное распространение звука. Либо 7.1, либо 5.1, в общем, погнали. Командный бой. Сейчас посмотрим, как можно играть на таком телефоне в Standoff 2 на максимальных настройках.
Вот, ребятки, наконец-то. Так, за террористов зайду. Возьму вот такое вот оружие. Ну, кстати, играется, ну, как сказать, довольно плавно. Но все-таки чувствуется какой-то, я не знаю, как будто кадры надрывистые. То есть, как бы, возможно, из-за нагрева, из-за тротлинга. Ну, идет как идет, в принципе. На основу можно так играть иногда. То есть на ультрах, на максимальной, на более распространенном звуке, в смысле, ну, более хорошее качество будет у вас. Нормально идет игрушка. Дальше по списку у нас Call of Duty. Кстати, меня можно увидеть в отражении. Call of Duty, кстати, весело. У нас 2,5 гигабайта. Довольно тяжелая игрушка. И, кстати, еще что-то загружает. Зачем ты что-то загружаешь? Зачем? В общем, наконец-то загрузилась. И то там еще и скины, и все на свете надо загружать. Потом и шейдеры какие-то можно догрузить в настройках. В общем, непонятно. Загружаешь 2,5 гигабайта, чтобы потом еще что-то загружать. Опять. Посмотрите. 109 мегабайт еще. Я, конечно, понимаю, ну, не самый большой объем памяти, который можно было придумать, но зачем? Зачем? Это же не нужно. 2,5 гигабайта я зачем загрузил? То есть, непонятно. Кстати, в планах у меня снять еще обзор на телефон мамы iPhone 12 Pro Max. Если вы эту идею поддерживаете, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также нажмите на колокольчик, естественно, чтобы не пропускать уведомления от моего канала. И игра уже почти загрузилась. Почти, да. Еще неизвестно, сколько еще надо загружать, ну да ладно. Да. Разрешаем. Принимаем. Я вхожу через Facebook. Так. Разрешаем. Пошла загрузка самой игры. Получаем. Продолжить. И что нас интересует наверняка больше всего, это графические настройки. Боже, как много хлама. Боже мой, мне не дают зайти в настройки. Заходим. Здесь у нас звук и изображение. И что мы видим? Можно поставить очень высокие настройки и высокий FPS. Если мы ставим на низкие настройки, FPS не меняется, то есть либо низко, либо низкие FPS, либо высокие, то есть тут как бы очень высокие ставим. Здесь можно включить вот это все дополнительное, но нам недоступна Ragdoll. Сейчас сфокусируется. Нам недоступна Ragdoll анимация. Ну, к сожалению или к счастью, в сетевой игре тоже можно вон поактивироваться. Ragdoll опять нельзя. Здесь тоже все активируем. Так. Ну и дальше мы, наверное, пойдем повоюем. Начать. И опять надо загружать карту. Ну вы посмотрите просто. Ну. То есть, типа, мы загружаем 25 гигабайт, в смысле, извиняюсь за оговорку, 2,5 гигабайта мы загружаем для чего, объясните? Я в данном случае ничего не понимаю. На то, что нам кучу картинок вылезает сначала, типа, или для чего? Я не понимаю, короче. Виднее разработчикам, не мне. Вот. Ну, не думаю, что будет сильно плавно. iPhone уже нагрелся. К тому же,
Уже 64% батареи. Новый запрос кто-то ко мне просится. И почему же оно не начинает? Ну, хорошо, погнали. Наконец-то. Кстати, дисплей лапается довольно сильно. Ну, это, наверное, из-за того, что олеофобка у меня уже давно стерта. Да. Телефон реально горячий. То есть, ну, не сильно, не кипяток, как у некоторых видов смартфонов. Но вот здесь вот, примерно вот здесь, и вот здесь он греется довольно сильно. То есть, отсюда и вот здесь вот греется. Так, давай, загружайся. Ждем, ребятки. Пошло-поехало. Вот наша команда. Вот чужая. Ну и сейчас попробуем поиграть. Экран, конечно, для моих рук просто маленький. Совсем маленький. А ведь я когда-то iPhone 4s пользовался. Бежим. Немного подвисаний во время прицеливания, что я сильно не люблю, потому что иногда во время этих подвисаний могут убить просто очень легко. Ну, графика, как мы видим, в принципе нормально. Есть какие-то тени, есть там, я не знаю, солнышко красивое, которого здесь не видно, да. В общем, как-то так. Наш обзор потихоньку подходит к концу, дорогие ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Каштан.